И здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами Саша Иванов, тренер, консультант, руководитель школы отношений. Последний урок по основам на неделе флирта. И я хочу сказать, хочу напомнить, вот 4 и плюс 4 ингредиента экологии отношений – это смысл, власть, язык, культура. И 4 основных ШЭО-принципа – это отношения, это обмен, отношения – это обучение, отношения – это ответственность, и отношения – это ответ. Вот. Потому что я давал их в разбивку, дал не все, и чтобы у вас не было в голове каши. Это 4 плюс 4. Последующие уроки поставят все на свои места, или просто ходите по ссылкам, которые есть под каждым уроком, и увидите, там все структурировано, подробно разъяснено. Сегодня, 5-й урок, я хочу остановиться на слове «язык» из 4 ингредиентов. Да? Что такое язык? Язык подчеркивает, что отношения, о которых мы говорим, экологичные отношения, это сложная вещь, и их невозможно просто придумать. Их надо изучать, их надо осваивать и установки, надо осваивать и знания. И эти знания, они прежде всего коммуникативные. Это общение в отношениях одного человека с другим. Это коммуникация. Это значит, что я умею рассказать о том, что я чувствую. При этом я понимаю, что то, что я чувствую, и мои эмоции – это разные. То, что я думаю, это тоже другое. Также точно ощущение, которое я испытываю, ощущение тепло-холодно, ярко, например, влажно, это другое. Это не то, что эмоции, не то, что чувства. Не будем в это вдаваться. Я могу задать партнеру вопрос и могу получить от него ответ. Я не буду говорить, что он не любит, мужчины не любят, отвечать на вопросы, с ним разве поговоришь, или женщина все время трещит, не поймешь, что и надо. Я умею задавать вопросы правильно, я умею получать на них ответы, я умею договариваться, я умею брать обратную связь, умею рассказывать о своих желаниях, могу справляться со своими эмоциями. Мы с партнером партнеры по коммуникации. Я это понимаю. И то, что мне нужно в этом плане, язык, я могу использовать. И это, разумеется, касается и флирта тоже, потому что флирт – это вроде бы простое действие, как мы говорили, это сообщение другому о том, что хочешь секса с ним. Собственно, все. Но при этом в плане коммуникации это довольно сложно, потому что флирт – это ведь не прямолобно, это я говорю одно, а на более глубоком плане я говорю что-то другое. То есть я могу говорить незначащие слова, типа «я ухожу», или «это место свободно», например, или «я разве дал какой-то повод», или еще что-нибудь. Я могу говорить фразы, которые выглядят незначащими, но вкладываю в них совершенно определенный подтекст, который позволяет моему партнеру понять, что я его хочу, что я ему что-то предлагаю. То же самое язык эмоций, язык тела, язык чувств – это все языки, и они не всегда и не обязательно совершенно они вербальные. Поэтому разного рода улыбки, полуулыбки, движения, прикосновения, еще это все требует знаний, это требует навыков, и чем лучше, понимаете, смысл урока к чему сводится? Чем лучше ваша коммуникация,
тем лучше ваши отношения. Чем лучше вы умеете, это как говорить на чужом языке. Вы приезжаете в чужую страну, если вы знаете язык этой страны, вам намного легче, чем человеку, который не знает язык этой страны. То же самое и здесь. Если вы разбираетесь в коммуникациях, вы гораздо, то есть в вашем соединении с партнером гораздо больше проводков, контактов. Вы гораздо лучше можете к нему подключиться, гораздо больше информации получать и передавать. Поэтому учитесь коммуникации. Учитесь коммуникации, учитесь коммуникации. Это 5-й урок был. И вот напоследок, что я вам сказал. До следующих встреч. Сегодня нас ждут еще и другие уроки. А следующая неделя будет посвящена чему-то другому, о чем мы вам, конечно, сообщим. До свидания. Спасибо большое. С вами был Саша Иванов.